Привет всем, Арми! Никто не был готов к тому, что произошло в тот вечер на стадионе Стэнфорд. Еще до первой песни атмосфера была странной, необычной и наполненной неописуемым напряжением. Тысячи фанатов Арми заполнили стадион фиолетовыми светящимися палочками, сверкающими, как море звезд, но все внимание тут же отвлеклось, когда из-за дымовой завесы медленно появились две фигуры. И в ту же секунду весь стадион взорвался. Чон Чингук и Ким Тэхён шли бок о бок к центру сцены с поистине сюрреалистической аурой. Их серо-белые куртки делали их похожими на главных героев крупного блокбастера. Камеры концерта мгновенно сфокусировались на их лицах крупным планом, а крики Арми были настолько громкими, что почти заглушили оглушительную музыку начала выступления. Чингук появился с проницательным, но мягким взглядом. Тэхён излучал элегантную и загадочную ауру, от которой невозможно было отвести взгляд. Многие фанаты даже признались, что их сердца забились быстрее, просто увидев их двоих, стоящих рядом под светом софитов на сцене Стэнфорда в тот вечер. Но настоящий эмоциональный взрыв произошел, когда музыка стала звучать громче, и без предупреждения Чингук и Тэхён внезапно вышли на центральную сцену. Прожекторы тут же последовали за ними. И через несколько секунд они исполнили невероятные танцевальные движения, которые превзошли все ожидания. Их тела двигались в идеальной синхронизации, ноги поднимались высоко с идеальной точностью, движения рук сохраняли художественный баланс. Выступление выглядело одновременно опасным, драматичным и элегантным. Весь стадион мгновенно превратился в море истерических криков. Многие фанаты Арми закрыли рты от шока, другие вскочили, без остановки скандируя имена Тэхёна и Чингука. Этот момент ощущался как мощный взрыв энергии, прокатившийся по стадиону Стэнфорда. Чингук, Золотой Макне, в очередной раз доказал, почему его всегда считали самым выдающимся исполнителем своего поколения. Его движения на сцене были настолько легкими и совершенными, словно весь стадион был его собственным миром. Каждый шаг, каждое выражение лица, даже взгляд в камеру – все это заставляло миллионы глаз быть прикованными к нему. Тем временем Тэхён выглядел так, словно он действительно владел этим вечером. Его проницательный взгляд в сочетании с его фирменной загадочной улыбкой еще больше лишали фанатов контроля над собой. В тот вечер в Тэхёне было что-то другое. Он казался более свободным, смелым и наслаждался каждым моментом с Чингуком на сцене, словно внешний мир больше не имел значения. И именно химия между ними сделала этот вечер таким волшебным. То, как Тэхён взглянул на Чингука перед началом танцевального движения, то, как Чингук усмехнулся после того, как они успешно выполнили сложную хореографию, и то, как они продолжали стоять рядом друг с другом на протяжении всего концерта, держало Арми в полном восторге. Многие фанаты даже говорили, что энергия между Чингуком и Тэхёном в тот вечер была слишком сильной, чтобы ее игнорировать. По мере того, как музыка замедлилась, атмосфера на стадионе становилась все более эмоциональной. Чингук первым исполнил вокальную партию мягким голосом, который мгновенно заставил замолчать весь стадион. Нота за нотой звучала так ровно и глубоко, что многие фанаты прослезились, крепко сжимая свои светящиеся палочки. Затем Тэхён продолжил песню своим фирменным глубоким, теплым и успокаивающим баритоном. Сочетание вокала Чингука и Тэхёна в тот вечер было настолько гармоничным, что атмосфера на стадионе стала невероятно эмоциональной. Тысячи людей подпевали, а камеры продолжали снимать выражения лиц обоих, которые, казалось, наслаждались моментом. Но не только их вокал и танцы привлекли всеобщее внимание. Каждое небольшое взаимодействие между Тэхёном и Чингуком мгновенно взрывалось в интернете. Когда Чингук улыбнулся, вытирая пот с лица, камера тут же сфокусировалась на Тэхёне, который стоял рядом с ним и мило улыбался Макне. Фанаты снова разразились криками «Эйар-эмуай». Многие говорили, что этот момент напоминал сцену из драмы, слишком идеальную, чтобы быть правдой. В середине концерта Чингук снова взбудоражил публику, подбежав к краю сцены и помахав всем стадиону, казалось, с неиссякаемой энергией. Он продолжал петь, танцевать и улыбаться фанатам, не теряя ни капли своего энтузиазма. Тэхён делал то же самое, но по-своему.
Он медленно шел по сцене со своей фирменной элегантной аурой, время от времени дразня камеру убийственным выражением лица, которое мгновенно приводило Арми в истерику. Каждое его движение в тот вечер было подобно мощному магниту, который трудно описать словами. И когда концерт подходил к концу, атмосфера стала еще более эмоциональной. Чингук стоял в центре сцены, глядя на море фиолетовых светящихся палочек, заполнявших стадион Стэнфорд. Его глаза блестели в свете. Он слегка улыбнулся, словно желая навсегда запомнить этот вечер. Затем Тэхён медленно встал рядом с ним. И, не говоря ни слова, он положил руку на плечо Чингука, глядя на фанатов перед собой. В тот же миг весь стадион взорвался ликующими возгласами. Этот простой момент был таким теплым, искренним и глубоко запечатлелся в сердцах фанатов, присутствовавших на концерте в тот вечер. Многие AR-MY сказали, что никогда не забудут, как Чингук и Тэхён вместе блистали на сцене Стэнфорда. Когда зазвучала заключительная музыка, все участники BTS встали вместе, махая своим фанатам. RM, Чимин, Шуга, Джин и Джей Хоуп также продемонстрировали невероятную энергию на протяжении всего концерта. Но в тот вечер самым ярким моментом все же стало выступление Чингука и Тэхёна. Потому что то, что они исполнили, было чем-то большим, чем просто концерт. Это был момент, наполненный эмоциями, химией и энергией, которую трудно описать словами. Их синхронные танцевальные движения, нежный, проникновенный вокал, потрясающие визуальные эффекты и даже небольшие взаимодействия, которые заставили миллионы AR-MY потерять самообладание, сделали второй день концерта на стадионе Стэнфорда одним из самых знаковых вечеров для фанатов BTS. И когда свет стадиона постепенно начал гаснуть, всем присутствующим в тот вечер стало совершенно ясно одно: Чингук и Тэхён были не просто мировыми кумирами. Они были двумя суперзвездами, способными превратить обычную ночь в волшебное воспоминание, которое навсегда останется в сердцах миллионов фанатов BTS. И даже после того, как прозвучала финальная песня, никто по-настоящему не хотел, чтобы ночь заканчивалась. Свет на сцене медленно гас, фиолетовые конфетти продолжали падать с потолка стадиона, а голоса тысяч фанатов BTS продолжали наполнять воздух восторженными криками в поддержку BTS. Чингук стоял в нескольких шагах от сцены с усталой, но счастливой улыбкой, его грудь тяжело вздымалась от огромной энергии, которую он вложил в концерт. Рядом с ним Тэхён смотрел на море фиолетовых светящихся палочек со спокойным, но эмоциональным выражением лица. Момент был тихим, но мощным. Как будто весь стадион понимал, что они являются свидетелями чего-то, что никогда не повторится. Затем Чингук медленно снова взял микрофон. Тихим голосом он выразил благодарность AR-MY, которые всегда поддерживали BTS на каждом этапе их пути. Стадион тут же взорвался эмоциональными возгласами. Многие фанаты снова заплакали, снимая этот момент дрожащими руками. Затем Тэхён слегка улыбнулся и присоединился к ним. Он сказал, что тот вечер навсегда останется в его сердце, и видеть, как много AR-MY сияют вместе с BTS, сделало все это таким значимым. То, как Тэхён говорил в тот вечер, было теплым, искренним и полным любви к фанатам, которые сопровождали их столько лет. И снова крики стадиона сотрясли Стэнфордскую ночь. Затем подошел RM, смеясь над реакцией публики, за ним последовал Чимин, который продолжал махать рукой разным частям стадиона. Джин, Шуга и Джей Хоуп также наслаждались заключительной атмосферой концерта, демонстрируя свою фирменную теплую энергию. Все участники BTS стояли бок о бок на большой сцене, любуясь миллионами фиолетовых огней, которые продолжали сверкать перед ними, словно галактика. Но среди всех этих трогательных моментов камера снова запечатлела Чингука и Тэхёна, стоящих рядом. Было видно, как Тэхён тихо что-то говорит Чингуку, заставляя Макне усмехнуться и смущенно опустить голову. Эта простая реакция мгновенно привела весь интернет в неистовство за считанные минуты. Еще до окончания концерта социальные сети были заполнены видеороликами, фотографиями и тысячами комментариев от AR-MY, которые не могли перестать говорить об их химии в тот вечер. Многие говорили, что второй день концерта в Стэнфорде стал одним из самых эмоциональных выступлений BTS за последние годы.
И дело было не только в великолепных визуальных эффектах или впечатляющей хореографии, дело было также в теплой энергии и единстве, которые так ощутимо чувствовались на сцене. И, возможно, именно поэтому этот вечер показался таким особенным для многих. Потому что за прожекторами, оглушительной музыкой и криками десятков тысяч фанатов были маленькие моменты, которые казались простыми, но трогали до глубины души. Короткие взгляды, легкие улыбки, спонтанный смех — и даже то, как они поддерживали друг друга на сцене, сделали концерт живым и полным эмоций. Когда BTS наконец начали уходить со сцены, ARMY продолжали подпевать, словно не желая отпускать этот вечер. Чингук был одним из последних участников, покинувших сцену. Перед тем, как уйти за кулисы, он в последний раз оглянулся на стадион и помахал фанатам. Тэхён, идущий рядом с ним, улыбнулся и вежливо поклонился ARMY. И эти последние мгновения стали одним из самых вирусных видеороликов с концерта в Стэнфорде. Потому что для многих фанатов тот вечер был чем-то большим, чем просто очередное музыкальное выступление.